Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила дополнительный мастер-класс по своему пальто Свингер. Это пальто вызвало большой резонанс у моих подписчиков. Возникло много вопросов в комментариях, просят разъяснить нюансы. И вот сейчас я вам расскажу, насколько просто оно в изготовлении. И по ходу я буду отвечать на ваши вопросы, а также я хотела бы рассказать вам о том, как оно создавалось, как оно придумывалось. Бывает, модель рождается сразу, а бывает, она является следствием творческого процесса. И вот конкретно мой свингер, с которым вы уже познакомились, модель в пальтовой ткани, она явилась уже 4-м вариантом, и я бы хотела вас познакомить с 3 предыдущими. Поверьте, эти 3 варианта, они заслуживают вашего внимания. Сегодня мы рассмотрим 3-й вариант, а 2-й вариант – это вот эта блуза, которая на мне. И эта блуза сшита по тому же принципу. Принцип вот этих моих 2 дырок, которые принцип пересечения 2 цилиндрических форм, которые и дают в сопряжении вот этот вот наш чудесный овал. Эта блуза, которая на мне, это материал для следующего мастер-класса. А сегодня у нас будет 3-й вариант. Он тоже был в основе нашего свингера. Это вариант укороченного пальто, пальто-накидки, пальто-пончо, или можно по-разному его назвать, или пальто от модельера Владаны. Он облегченный, он для теплой весны, для ранней осени. Можно его использовать летом в холодные вечера. И вот это мой 3-й вариант, и сейчас вы его увидите. Для сегодняшнего мастер-класса я подготовила ткань. Вот она такая мягкая, легкая, полушерстяная костюмная ткань. Она достаточно рыхлая, и из нее очень хорошо делать бахрому. Еще ткань Шанель отлично подойдет. Схема выкройки нашего свингера знаменитого. Здесь на этой схеме мы ее с вами вспоминаем. Те же овалы. Вот главная выкройка пальто и выкройка рукавов. Как я и говорила на прошлом видео, что низ может быть разный. Так вот, в этом моем 3-м варианте низ у нас прямой. И увеличиваю ширину воротника. Воротник у меня больше становится за счет длины. То есть общая длина 90 сантиметров, но само изделие будет коротким. То есть оно уже будет смотреться курткой, будет смотреться по-другому. Это был вариант, он заслуживает внимания, потому что он такой легкий, облегченный, очень стильный. Выкройка прямоугольная, для того, чтобы было удобно создавать бахрому. Вот я заготовила сейчас на моем отрезе 1,60 м длиной. Я заготовила 2 прямоугольника, вырезала прямоугольник 90 сантиметров и прямоугольник 60 сантиметров при ширине 1,5 метра. 10 сантиметров у меня предусмотрены на бахрому. Вот бахрома у нас по 2,5 сантиметра. Ну и на дополнительные подстраховочные сантиметры, которые возникают в процессе
приобретения ткани. Вот наша схема. На ней мы видим овал и овал на рукавах. Теперь мы сейчас покроим по этой схеме, и я пошагово покажу, как мы будем создавать этот свингер, как мы будем сшивать наши два шва на рукавах и по овалам, так как реально возникло очень серьезное непонимание у большинства, и вот в связи с этим и вызвано мой мастер-класс. Ну, также мне захотелось его разбавить новым вариантом, с которым вот вы сейчас познакомитесь. Хочется сказать, что мой свингер был мастерски выполнен Светланой Поярковой и продемонстрирован на ее канале в одном из видео. Был дополнительно проведен мастер-класс с разъяснением, где она очень доступно и доходчиво рассказала, как пользоваться моей схемой, моей выкройкой, как кроить. Она изготовила макет в миниатюре для того, чтобы было понятно. Я же сейчас хочу внести небольшие уточнения уже непосредственно как автор, и я вам рекомендую сделать макет в натуральную величину, конкретно на себя, из макетной ткани, старой простыни, чего угодно, но он должен быть изготовлен для того, чтобы вы окончательно убедились вот в этом овале, насколько вам в нем комфортно, не зажимает ли вот это вот наш этот чудесный овал, и конкретно подходит ли вам форма этого свингера. Потому что на Светлане Поярковой было ярко продемонстрировано, насколько красиво эта модель ее украсила, потому что у нее пропорциональная фигура, у нее женственная элегантная линия плеча, и свингер очень красиво по цвету был подобран. Но если, допустим, у вас фигура склонна к полноте, крупный верх, крупная рука, то свингер не подойдет. То есть эта форма плеча, она еще более выявится и подчеркнется. Поэтому вы должны все-таки сделать макет в натуральную величину. Это непосредственно мой совет как автора. Но сейчас мы с вами можем приступить к раскрою нашего пальто. Так, вот мои две детали. Деталь рукава и деталь основной части нашего пальто. Я пока еще не вырезала овалы, но я заготовила бахрому. Бахрома будет проходить по периметру нашего пальто, с 4 сторон по периметру, и по низу рукава. Таким образом, нам нет необходимости здесь делать подкладку или же подвороты. Вот бахрома как раз и обработает наш край. Так, вот уже у меня заготовлена бахрома. Она очень быстро делается. Распарывателем поддергивается ниточка, и ткань рыхлая. Бахрома у меня буквально за 15 минут я ее сделала. Ну так, чтобы бахрома не высыпалась дальше, я еще прошлась по краю зигзагом. Зафиксировала, таким образом зафиксировала нашу бахрому. Ну и на рукавчиках тоже сделана бахрома шириной 2,5 сантиметра. Приступим к нашим овалам. Берем основную деталь и по центру сгибаем вот ровно на 2 части, перегибаем. 90 сантиметров мы делим на 3 одинаковых участка по 30 сантиметров. Вот я отмеряю 30, 60. И
оставшиеся 30 сантиметров. 30 сантиметров у нас будет воротник, 30 сантиметров у нас будет от нашего подреза участок, длина нашего пальто, и 30 сантиметров на наш овал. Ширина овала для моего размера 27 сантиметров. Рисую прямоугольник и скругляю наши углы. Вот он, мой овал получился. В принципе, обычно вот на меньшие размеры у меня выстраивалась выкройка 50, 25, то есть до нашего овала было 50 сантиметров и до центра 25 сантиметров. А у меня размер 54, поэтому мне необходимо немножко больше. Вот это наша окружность. По высоте 30 сантиметров она для многих размеров подходит. Ну, разве что, если невысокий рост, тогда можно высоту эту немножко уменьшить. Но вы должны попробовать вот именно на макете вырезать эту дырочку и прибросить, даже без раскроя рукавов, вот просто это отверстие, в него вставить руки и понять, это отверстие для вас подходит или не подходит. Все очень индивидуально. И вот эта половинка, это сгиб, середина спинки, и вот наш сгиб. И вот этот размер 27,5 сантиметров. Это мой размер. Но лучше начинать вам с размера 50, 50 и 50. Здесь 30, 30, 30, а здесь 50, 50 и 50, 25. Тогда вы точно не ошибетесь. И желательно, чтобы ткань для макета была не стрейчевая. Ну или же, если вы будете делать этот свингер из трикотажных тканей, как у Светланы Поярковой, то тогда, соответственно, и макет лучше сделать из подобной ткани по эластичности. Я наметила наш овал. Сейчас мы его вырежем. Это овал, который мы будем прикладывать к рукаву и по нашему выпаду выкраивать. И из этих выпадов мы будем делать карманы. Так, надо обязательно наметить вот эти вот участки, перегиб наш. И серединку вот этого перегиба. Для того, чтобы нам было удобно вшивать наш круг. Я не хочу делать насечки, потому что ткань рыхлая, чтобы она у меня не высыпалась. Вырезаем наш овал на рукаве. Для этого я опять же перегибаю низ ткани. У меня ткань двухсторонняя здесь, и она имеет немного разный рисунок. И вот как раз лицо у меня будет более темное, а отворот воротника будет и манжета на светлую сторону. Я прикладываю наш овал. Если наш овал на основной детали я вырезала без припусков, то сейчас нам нужно обязательно сделать припуски на наших рукавчиках. И для этого я отодвигаюсь на 2 сантиметра, отодвигаюсь от края.
Ну вот я вырезала до конца, но вот этот вот участок, где совсем тонкий, вот он нам не нужен. То есть мы можем 14 сантиметров, даже вот 13 сантиметров мы срезаем, убираем. То есть он выпадает. То есть у нас вот получается 13 сантиметров. Мы намечаем с этой стороны. И вот здесь. Это нижняя сторона. Вот здесь этот участок. Это нижняя сторона. Вот это наш подрез нашей спинки. То есть вот серединка спинки, горловина. Это спинка. И вот здесь вот этот вот участочек будет на спинке. Вот он будет совмещаться. Вот 1, 1. Я не стала на выкройке, когда первый раз показывала свингер, вырезать этот участок, чтобы выкройка не развалилась, чтобы было вам более понятно, что вот четкий овал. И из-за того, что на выкройке был вот этот вот хвостик, возникла у многих людей путаница. Как бы возник второй шов у Светланы. Кстати, этот шов, вот этот вот поясочек, он очень удачно смотрелся на ее пальто. То есть он реально смотрелся таким интересным пояском под нашим подрезом. Под этой кокеточкой. Нам также необходимо наметить перегиб наш, так, и наметить центр спинки. Следующим этапом это нужно сшить наши рукава. Выворачиваем наизнанку. На рукавах я хочу сделать больше припуск, не сантиметр, а сделать 1,5 сантиметра, для того, чтобы потом разгладить наш припуск, разутюжить и завернуть, и отстрочить, то есть сделать закрытый шов. Не просто как зигзаг или оверлок, а вот именно сделать закрытый шов аккуратный, для того, чтобы потом, когда будет отворот нашего манжета на рукаве, у нас тоже вот здесь вот смотрелось все красиво и аккуратно. Вот, поэтому я предлагаю и вам также учесть, как вы будете обрабатывать вот этот шов. Это важно, чтобы было красиво, качественно обработано на манжете. Еще момент. Если у вас, допустим, есть особенности фигуры, ну, к примеру, легкая сутулость, или вы знаете, что у вас спинка необходимо, ну, должна быть длиннее, больше, то вы можете нашу трубу добавить вот в этом месте небольшой как бы прогибчик такой по форме. Не прямую ее вырезать, а вот здесь вот немножечко добавить. То есть, чтобы потом, когда вы сошьете основную часть и рукава, то есть у вас было дополнительно, вы также можете и овал подкорректировать, вот в этой части тоже немножко добавить, выпрямить на ваш баланс, чтобы у вас не было поддернуто пальто по среднему шву и не торчал хвостик. Поэтому тут вы уже должны сами анализировать особенности своей фигуры и эту выкройку, и конкретно под себя ее вносить корректировки. Вот поэтому и нужен макет. Также еще возможно вот сейчас заузить рукав. Собью 5 сантиметров ширины рукава. То есть я вот беру 5 сантиметров, намечаю. Ну, вначале я делаю
ровный участок, а потом свожу плавно, свожу на наш бок. Кто-то может заузить больше. То есть, опять же, вы это можете определить на вашем макете, прочувствовать уже конкретно под себя. Я сейчас сложу в 4 слоя, чтобы уже одним чиком все почикать. Лучше, конечно, кроить каждый слой по отдельности. Я уже глаз наметан, поэтому могу себе позволить, ну вот, быстренько это все срезала, уменьшила наш рукав. Так, все, теперь я собираю эти строчки. Вот я их сейчас заколю. Это наш первый шов. Вот этот шов мы сшиваем, это низ наших рукавов. Вот один и второй. И мы вот выходим вот в эти участочки, делаем здесь фиксацию, закрепку, ну и соответственно закрепку в районе бахромы. Так, садимся за машинку, подходим к нашей машинке. Я делаю широкие припуски 1,5 сантиметра. Теперь, когда мы сделали этот первый шов наш, нам его нужно обработать. Вот этот шов, широкие припуски, нужно вот так аккуратно загладить, подвернуть, или же обработать косой бейкой, или же, но она внесет дополнительную грубость, или вот заметать это все и дать строчку, зафиксировать аккуратно, заправляя сюда вот эти вот ниточки, иду на утюжок, все это на утюге разглажу, заготовлю подворотики и для дальнейшей обработки. Вот я подготовила к машинке, подгладила вот это все, разутюжила и завернула. Вот наш отворотик, и у нас здесь нет никаких ниток, все завернулось мягко и красиво. Сейчас осталось только это все зашить, и как бы рукава наши обработаны достаточно быстро и просто. И нам не стыдно будет сделать отворот любой ширины, потому что будет все красиво, даже так вот декоративный такой элемент. Приступим, отстрочим эти детали. Самый край мы стараемся пришивать наш припуск. Я заготовила наш шов, нашу трубу. Он настолько аккуратный, что даже может быть наружным декоративным швом. То есть он очень красиво смотрится. Мягенький, эластичный, то есть без лишней жесткости. Я сейчас выворачиваю наши рукавчики. Мой цилиндр образовался вот такой. И именно идея создания этой формы, этого пальто, исходила от пространственного пересечения двух цилиндров. Цилиндр нашего торса и меньший цилиндр наших рук.
И место пересечения это как раз вот этот вот эллипс, который и получился вот в нашем свингере. Вот мои рукавчики заготовленные. Значит, здесь у нас, вы видите, припуск. Вот он, я его вот так вот вывела, вот этот подворот. Вот как бы такой образовался прогибчик. Это нормально. Это как раз по спинке оно и будет приобретать вот такой небольшой прогиб. Это хорошо. То есть так и должно быть. Если я вот так вот подвину, то у нас вот такая вот получилась как бы форма вот этого вот овальчика. Так, значит, я вот с этой стороны немножко этот наш припуск от шва подрезаю, выравниваю. Вот. А этот припуск, он остается. Он нам как раз не помешает. Вот это у нас лицо. Так, кстати, вот сейчас я выверну наш манжет. Вот. И получается вот такой припуск аккуратный. Его можно будет потом зафиксировать, можно не фиксировать. Так, вот наш рукав. Теперь мы берем вторую деталь. Вот лицо с лицом. Соединяем. Причем у меня здесь нет направления ворса, поэтому я не соблюдаю, чтобы оно там шло четко вниз. Я вот как вот его положила. Мне важно теперь совместить наши серединки. Вот я серединочку совмещаем. Так, четко. Теперь, если вы планировали в процессе кроя примерять эту дырочку на себе, то тогда нужно было обязательно вот этот вот овал дать строчку, закрепить, потому что здесь косые, и они могут вытянуться, деформироваться. Естественно, так как это вырезалось по одному выпаду, то, соответственно, вот оно у меня сразу вот все выкладывается, все хорошо ложится. Рукава наши вписались идеально. Так, ну, еще мы фиксируем булавочками. И снова идем на машинку. Можно все это пристрачивать. Но здесь я сантиметровым припуском сшиваю. Но опять же нужно нам подумать, как мы этот шов будем обрабатывать. В общем-то, здесь можно обработать аккуратно косой бейкой, как обработала Светлана на своем пальто. Потому что этот шовчик, он все-таки должен держать форму, не давать, не должен растягиваться. То есть он должен быть в меру и не жестким, и не сильно расслабленным, свободным, мягким. Так, мы закончили, прострочили. Так, что теперь осталось нам это все аккуратно обработать или же косой биечкой, или оверлочком густым. Я буду обрабатывать шоколадной косой бейкой, так чтобы оно держало форму, потому что ткань очень рыхлая, и в процессе носки мне бы не хотелось, чтобы оно все растянулось и повысыпалось. Потому что это главный функциональный шов, который объединил в себя проймы, горловину. То есть наш единственный шов. И важно, чтобы он
держал форму. Если где-то он у вас в процессе немножко подрастянулся, можно даже немножечко присобрать эту линию и утюжком это все сутюжить, прогладить, зафиксировать. Можно дать несколько строчек. Вот сейчас мы развернули на лицо. Посмотрим, как будет выглядеть лицевая сторона. Так, вот где нижний шов, это низ рукава. Здесь вот у нас чудесным образом все совпало, все аккуратно, красиво вот эта линия вышла. Поэтому я сейчас на себя примеряю. Набрасываю мой вариант. Вот здесь вот такой большой красивый воротник. Вот он. Здесь у нас получается перед длиннее, а спинка, вы видите, короче. Вот обратите внимание на шов наш. Вот он выявляет фигуру. Вы видите этот наш шовчик. Вот он прошел. Вот наша пройма. Вот вы видите ширина рукава. Вот она, в общем-то, может быть еще даже уже. Но учитывая, что я в основном этот вариант предусматривался 3/4 с отворотом. Вот здесь ширина в самый раз. Вы видите сейчас эту модель в свободном полете. Вот она, значит, вот здесь такой мягкий воротник выкладывается. Но для этой модели у меня предусмотрены петли и пуговицы. Значит, вот я заготовила 3 петельки. Я их сделала из ниточек из бахромы и сплела косичку. И эти петелечки, они будут тоже декоративно нашиваться на край нашего изделия. Вот здесь, вот по линии, вот эти 30 сантиметров, там, где начинается овал в верхней зоне, вот здесь вот 30 сантиметров, вот здесь с одной стороны и с другой также 30 сантиметров. Вот здесь будут наши петли. Одна петля будет фиксировать вот здесь левый борт, я заколю, а вторая петля, вот она может быть также вот здесь застегиваться пуговичка, а может быть вот тут, то есть как бы 2 пуговицы под одну петлю. И, соответственно, учитывая, что здесь вот такой объемный заход, то карман у нас предусматривается вот в этой зоне. Один карман асимметричный. Его нужно будет сделать из нашего выпада в виде квадрата. Сейчас я прикреплю петли и заколю наш карман. Достаточно прикреплять левый подборд, а правый борт может висеть вот таким асимметричным вариантом с карманом. Или же фиксироваться, опять же, индивидуально у вас, где вам приятнее эту пуговицу сделать. То есть обязательно должна быть пуговица на нашем шве. Вот, то есть тоже вы посмотрите так, чтобы низ был симметрично смотрелся, и левый и правый борт, и чтобы как бы все это было красиво. Ну и потом вы этой же петлей надо наметить пуговицу. Ну вот конкретно мне она просится вот где-то здесь. Я сразу закалываю булавочку. То есть тут у меня будет моя пуговичка. Вот. Так, чтобы свободно, без натяжки. А верхняя у меня... Так, вот оно должно быть вот таким уголочком по переду. Вот здесь.
есть моя пуговица. Наши пуговицы должны быть на одной высоте нашего овала. И, соответственно, на одной высоте по борту. Вот 30 сантиметров от верха, от верхнего угла. Эта петелечка будет вот накладываться вот таким образом, декоративно, вот с этими кисточками. То есть она будет таким еще дополнительным элементом. Пуговички я подобрала такие интересные в стиле ткани на пальто для застежки, и одна пуговица декоративно на нашем кармане. Но сейчас мы приступим к карману. Я его покрою, и на нем тоже нужно будет сделать по периметру бахрому, и мы его с вами закомпонуем на нашем правом борту. Вот как раз в уголочек этот карманчик вот здесь и предусмотрен. У меня два выпада, но нам нужен только один, потому что будет один карман. И мы здесь делаем квадрат, то есть квадратная форма. Вот я подрезаю вот эти вот линии с одной стороны и выравниваю по рисунку. Но у меня рисунок вы уже, естественно, под линеечку. То есть вот я выравниваю наш квадрат. Вот так провожу диагональ. Сейчас я уточню. Карманчик у нас будет такой большой. Ну, он, соответственно, когда мы будем делать бахрому, он уменьшится. И вот еще наши петли. Вот 3 петелечки. 3 петелечки. Одна петелечка для кармана, а 2 петелечки для наших бортов. Видите, как достаточно быстро поддеваем распарывателем эти ниточки и делаем бахрому. То есть она даже приятное такое занятие, расслабляющее. Я заготовила бахрому. На нашем кармане у нас образовалась вот такая очаровательная салфеточка. И обработала также зигзагом край, зафиксировала нашу бахрому. Теперь нам на кармане, перед тем, как его пришить к пальто, необходимо нашить нашу петельку, нашу косичку. И мы эту косичку должны пришить посерединке одной из граней нашего квадрата. Причем конкретно моя косичка, вот эта вот длина между узелками 5,5 сантиметров. Кстати, косичку можно будет заготовить и для вешалочки в районе горловинки. Тоже вот такая вот красивая косичка может там быть. Я пришиваю эту петельку, и также на наше пальто я нашила вот такие пуговички. Там, где мы с вами иголочками определились, вот я этими ниточками из бахромы сделала узелки, вот такие кисточки очаровательные. Также мне захотелось рукавчик зафиксировать. Вот я пока один рукавчик зафиксировала тоже пуговичкой. Она как такая интересная деталь. Другую сторону тоже можно зафиксировать уже вручную или на машинке поставить закрепку. Наш карман будет находиться на правой полочке. Вот сейчас нахожу нашу правую полочку. Вот здесь у меня уже пришита пуговичка. И вот карманчик, я его хочу сделать обратной стороной, так чтобы он как раз в характере с отворотами, с нашим воротником выделился и заиграл на нашей курточке. Курточка, пальто, свингер, пончо, то есть опять же нечто
нечто от Владаны. Вот здесь будет моя пуговичка и петелечка, которая будет не давать карману провисать. Мне нужно будет сделать строчку на машинке вот по 3 сторонам и подняться буквально на 3 сантиметра по последней 4 стороне. Ну и я вот здесь карман от края отступила сантиметров на 7, а карман у меня получился в чистом виде 23 сантиметра. Сторона квадрата 23 сантиметра. Вот он такой большой, выразительный карман. Так, ну он может быть немножечко меньше. Ну вот я думаю, что при наличии объемного воротника и вот такого свободного расслабленного фасона такой карман, и так как он один, очень даже имеет место быть. Мы пришиваем карман. Я пришиваю его строчкой, можно его пришивать зигзагом. Вот 2 сантиметра я зафиксировала, чтобы из нашего карманчика ничего не выпадало. Вот моя пуговичка. И, соответственно, здесь мне нужно пришить петелечку. Вот на том же расстоянии, как и карман, где-то миллиметра 3-4 от края. Пальто очень стильное, любимое у моих клиентов. У меня не было возможности пошить это пальто себе, потому что стоит его пошить, как оно тут же улетает. Мне говорят, что Владана, продай, а себе пошей еще, потому что реально оно очень оригинальное. Ну, так в себя вобрала много стилей, такой стиль боха в нем прочитывается. Вот я петелечку пристегиваю. Вот эти кисточки, можно их немножечко уменьшить, хотя в этой длине тоже что-то есть. Так, и осталось последних сделать 2 петли по нашим полочкам. Я уже говорила, что нам надо эти петли на расстоянии 30 сантиметров от верха. Вот мы намечаем, можно ее развернуть наверх. То есть вот не к середине, а к верху нашей полочки. И нам нужно с одной стороны и с другой стороны на 2 полочках сделать наши 2 петелечки. Мы на финишной прямой, завершающая примерка. Вот такой вариант у нас получился. Вот вы видите, он упал, вот я его одела на себя, он разложился. Сейчас вот симметрично, 2 борта, система пуговиц, как на двубортном изделии. Пуговицы, 2 пуговицы с одной стороны и 2 с другой. По правой стороне у нас подпуговичники, и на каждом борту по 1 петле. Вот вы видите, по 1 петле. И вот эти наши 2 пуговицы, они нам дают возможность трансформаций. Мы можем, вот сейчас вы видите, наше пальто упало в свободном полете симметрично, но если мы пристегнем один борт вот за верхнюю нашу пуговичку, верхняя пуговичка находится на нашем шве, проходящем по овалу, по линии реза. И вот как раз она здесь фиксируется очень удачно. Вот мы пристегнули, и уже, вот как я называю, в свободном полете может быть такой вариант. Вот наш карманчик асимметричный, и асимметрично разложилась
наша накидочка. Создает иллюзию такой, как палантин, наброшенный с неспадающей с плеч. Кстати, многие мои клиенты под эту модель приобретали палантины, 2 палантина, 2 шарфа и уже с готовым краем, с готовой бахромой. И из одного мы делали нашу трубу рукава, а из другого изделия. Как раз для этой моей модели нужна тонкая ткань, ну вот типа этой костюмочки, или же это могут быть ткани серии Шанель, которые сейчас в большом выборе, в большом ассортименте предлагаются. Прекрасно из них делается бахрома, и мы много работали с этими тканями. В черно-белой гамме, в мелкой клеточке тоже хорошо смотрится это изделие. Может быть вариант из трикотажа. Я вам сейчас покажу ткань, которую я подготовила. Вот эта ткань, она двухсторонняя, как раз тот же самый прием. Отворот может быть, допустим, на одну сторону, вверх на другую. Это трикотаж. Но в данном случае не нужно делать бахрому, а нужно сделать красивые отвороты, отстрочить их. То есть тоже как-то поиграться с отделкой низа. Ну вот разные варианты. Здесь вы видите отворот зафиксирован пуговичкой. С этой стороны я не фиксировала, чтобы показать возможную длину. Также, если, допустим, кто-то любит обязательно длинные рукава, то можно пришить дополнительно манжет. И уже на нем делать декоративные наши красивые пуговички с вот этими вот шнурочками, кисточками. Сейчас я нашу петлю пристегну к нижней пуговице. И вот тут уже получается такой вот красивый, более оформленный вариант. Ну и воротник. Что можно сказать? Вот он за счет того, что ткань тонкая, и здесь нет ни проклейки, ни второго слоя, вот он у меня лежит мягко, он у меня нигде вот таким вот выкладывается, или же такой трубой, или же ну вот таким как капюшонным вариантом. То есть он как раз тоже создает нам возможность трансформаций и многовариантности. Теперь я беру, допустим, и поднимаю вот эту нашу петелечку вот на эту пуговичку. И что мы видим? Мы видим вот такой вариант. Здесь я могу закрыться, вот аж сюда заправить. И получается тоже нечто. Нечто, как француженки идут, и ты думаешь, боже мой, что это на ней? То ли она одеялом завернулась, то ли ну что-то интересное. Хочется повернуться и рассмотреть. Вот что-то в таком ключе я вам и предлагаю. Вот здесь мы видим небольшое понижение относительно спинки. Вот спинка ровненько, аккуратно лежит. И тут вот оно пошло таким легким прогибчиком. Вот у меня достаточно выразительный большой карман. Вот здесь у меня зашит участок. Вы можете выше. Ну и пуговичка, петелька, она симметрично от края пришита, несмотря на то, что здесь участок зашит. Можно его уменьшить. Ну, если он в одном цвете, у меня он немножечко отличается по цвету, вот, контрастно смотрится. Если он в одном цвете, то он очень даже хорошо и в тему. Можно, в принципе, сделать и 2 кармана на любителя. Ну вот, мне как бы нравилось и моим клиентам так. И это первозданный вариант, с которым я просто понимала, что необходимо вас познакомить. Так, далее мы опускаем вот этот борт ниже.
и пристегиваем его к этой пуговичке. Вот. И у меня, вот раскладываю, и с этой стороны. Кстати, можно вот так вот на эту сторону. Такая асимметрия. Ну, я сейчас покажу вам симметрично. Вот, разложилась, зафиксировалась. И вот так вот. Опять же, можно выложить наш воротник, такой, уменьшить его, как бы тройной подворотик. И вот он лежит аккуратненько, вот таким образом. Вот в таком варианте, ну, допустим, женщины не любят ломать голову над вариантностью, любят стационарно какой-то один вариант. Ну вот, к примеру, вот такой вариант, двубортная классика. Мы сзади видим вот здесь вот свободные фалдочки. Ну, кому-то это нравится, кому-то может не понравиться лишний объем. Поэтому что я делала своим девочкам, своим клиентам? Я вот здесь по центру сводила вот эти вот наши фалды и фиксировала их пуговичками. И получалась тоже интересная деталь, пуговички с кисточками. И вот тоже такой элемент. Ну, это если делать стационарно. Мне ближе по душе, когда вот есть вот здесь вот приталенность. Вот, кстати, здесь вот на мне можно наш шовчик немножко присобрать, чтобы он плотнее приставал к спинке. Ну, опять же, все-таки накидка, она должна быть свободная, потому что здесь у меня тонкий гольфик, но может быть это и свитерок поплотнее, поэтому как бы должна быть легкая свобода. Ну, это опять же все очень индивидуально. Девочки, каждая делаем макет, на себе определяем, смотрим. Бывает, что приходит ко мне в ателье девочка, ей понравилась эта модель, но у нее крупный бюстик. Она одела, вот в этом во всем нахлобучке грудь ушла, потерялась, и она смотрится стройно, аккуратно. А кто-то наоборот смотрится еще больше. Поэтому вы должны видеть себя, понимать свою фигуру, свои нюансы, экспериментировать, пробовать. У Светланы Поярковой настолько нежная и красивая линия плеча прошла вот в изделии, в этом моем свингере. Она украсила ее, она элегантно, красиво подобрала цветовое оформление и решение. Поэтому как бы бывает, что крупный плечевой пояс, и оно не совсем красиво будет так, как хотелось бы. Поэтому мы смотрим и осознанно подходим к выбору модели. И, конечно же, самое главное – это элементарный крой. Мы берем высоту 30 сантиметров и ширину на вашу фигуру. Выкраиваем вот этот наш овал, нашу дырку. Не забуриваемся в системы конструирования, построения пальто, а все очень быстро, поверхностно, достаточно минимальных знаний, чтобы пошить вот это красивое изделие. Справится любой новичок. Здесь вот вы видите минимум швов. Прелесть его, что нет ни боковых, ни задних, только одна дырка. Естественно, у кого больше размер, делается дырка больше, у кого меньше размер, делается вот эта вот наша ширина этого овала меньше. Все. Можно творить. Тут уже развернись душа в любом направлении. И в плане ткани увидели, как расширенный, увеличенный воротник и укороченный вид низ полностью изменили вид нашей модели. Хотя конструктив остался прежний.
Ну что, надеюсь, мой сегодняшний мастер-класс расставил все точки над «и», вам стало все понятно. Если все-таки остались у вас вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Еще раз хочу высказать благодарность за ваши теплые комментарии, за ваше признание. Благодарность всем моим подписчикам, благодарность Светлане Поярковой. Рада и счастлива, что вот так вот все складывается у меня на ютубе. Появляется столько друзей, появилась возможность оригинальные модели показать всем, порадовать вас своим творчеством, сделать этот мир прекрасней. Всего вам доброго, до новых встреч, дорогие друзья, на канале Мода с Водой. Боже, я сейчас расплачусь. Хочу напомнить, что вот этот вариант, это наш третий вариант, который вот мы сегодня рассмотрели. Четвертый вариант свингера мы видели ранее, а первых два варианта нас ждут впереди. Вот эта вот блузочка, это второй вариант. Первый вариант, с которого все и началось, это сюрприз для вас. Он самый чудесный, это вариант трансформер, который может решить проблему гардероба на все лето. Поэтому до новых встреч!